Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня вас ждет общий расклад Таро. Какие события совсем скоро изменят вашу жизнь, перевернут ее и, возможно, повлияют на вашу жизнь таким образом, что вы эту жизнь не узнаете, давайте так скажем, или перевернут на 180 градусов, а может быть даже на 90 или 360. Настраивайтесь на себя, на свою интуицию, на свой внутренний голос. Настраивайтесь на события, которые уже происходят и которые являются знаками ближайших событий в вашей судьбе. Также настраивайтесь еще на людей, возможно, тех людей, которые вам что-то говорят, подсказывают, или от тех людей, которых вы получаете инсайты какие-то, и ту информацию, вы у кого-то услышали и думаете, а к чему она, и начинаете над этим думать. То есть это по сути как бы триггеры или якоря. Сегодня работаем и с картами Таро, и с рунами, поскольку часто люди меня, зрители мои, просят погадать на рунах, и есть любители рун, а есть любители Таро, и сегодня мы это совмещаем с вами. Так что происходит в вашей жизни уже сейчас? У вас какая-то есть идея, прям огонь внутри вас разгорается, вы чего-то хотите, желаете, как минимум это очень хорошая карта. Желания, они о выздоровлении, часто человек выздоравливает, если чего-то хочет, желает, и давайте так скажем, вас что-то возбуждает. Давайте посмотрим, а почему это так, или причина этого возбуждения. Кстати, мужская карта, женщина может возбуждать мужчина, а мужчина может возбуждаться вообще просто по какому-то событию. Вообще это творческая карта и карта нового начала. Почему так? Да вы прямо сейчас желаете расти, выздоравливать, развиваться, богатеть. Но если вы прям лежите в депрессняке, то очень скоро это прям появится в вашей жизни. Вообще беркана — это дерево, береза или рост как таковой, а рост женской энергии. Вообще у меня такое ощущение, что вы прямо нуждаетесь в чем-то новом, обновлении каком-то, выздоровлении и вообще росте как таковом. Иногда это материальный рост, но вообще это ближе к здоровью. И какая-то хорошая новость от детей может быть. Это и зачатие, это или рождение, или вообще хорошая новость от ребенка вам актуальна. Кстати, мама о себе может напомнить в ближайшее время, но она актуальна. Беркана — это еще материнская руна, поэтому тут особенно для мужчины мама может выйти на связь. Мужчины, слышите? Мамы, слышите? Надо, может быть, сыну позвонить или узнать, как он там вдруг чего. Второе, что происходит. Здесь королева мечей. Какая-то женщина прям оживает давайте так скажем, от спячки, от сна летаргического. И очень много думает, а нужно ли ей это. Это оживание. Не послать ли все к тысячам чертей, и не остаться ли в таком замороженном состоянии. Эта женщина много думает о перспективах, о будущем, о своей жизни, о жизни своих детей, о жизни мужчины, который может быть далеко от нее. Но в ней просыпается какое-то новое желание, свежее какое-то, прям туз жезлов-то не просто так с берканой. Давайте, почему эта женщина, она такая замороженная, отмороженная, перемороженная, подмороженная, так. Но зима-то уже закончилась давно, уже скоро осень. У нее судьба такая, на аутиз. Причина этого того, что с ней это отмороженное состояние, весы, качели, судьба. Судьба, причем у нее это может быть
больше, конечно, по-женски. Ну, из-за мамы, да, из-за матери больше. Но смотрите, это общий расклад. Тут есть и женская энергетика. Почему так, да, почему судьба? Потому что женщина это связано с женщиной. Ну, может быть, та женщина связана была с мужчиной, поэтому это может быть и мужская, и женская родовые программы у этой женщины. Ну и исключить магию тут из-за мужчины я тоже не могу. Да, но судьба. Да, то есть карма, судьба. И это такое руна страдания иногда. Это по сути повешенный, друзья мои. Поэтому, ну, она вынуждена страдать по судьбе. Такое вот. Давайте посмотрим дальше, что происходит еще. Что еще происходит? Нет, все-таки женщина ищет, ну, она-то страдает, она, может, уже и отстрадала, потому что это было больше к прошлому. Но она все равно ищет способы. И именно вот оно, это рационально у нее, у этой женщины. Ну, и как минимум, как мужчина, вы тоже рационально взвешиваете все. Как выйти из этой ситуации, как обновиться, исцелиться, начать новую жизнь. Какие планы на будущее у вас будут, вы обсуждаете, может быть, там с мужчиной, с женщиной. Вот, то есть вы не теряете все равно шанс, несмотря на свои страдания. И вот вы такой человек Феникс, я вам так скажу. Вы постоянно взлетаете. Ну, из состояния падения вы можете взлететь. Ну, это очень хорошая карта на регенерацию. По сути, паж, да? Паж жезлов — это регенерация или возможность возобновиться из пепла, да, восстать из пепла. Ну, как минимум, у женщины заканчивается какой-то период сейчас страдания, стагнации, в одиночестве, в болезнях, в неудачах. У мужчины то же самое, да, вот это проходит. Какая-то новая полоса, вы это должны чувствовать именно умом. Пока, ну, можете сердцем, но это не интуиция. То есть сердце — это как бы больше душа, да, а интуиция, она чисто, она где-то еще ниже сердца, там в области живота, да, копчика даже где-то туда, между животом и копчиком. Давайте посмотрим, а почему у вас вот это ощущение есть? Откуда оно взялось-то, это ощущение? А? Да, застой был какой-то у вас долгий. Перевернутый Эвос, да. То есть вы просто понимаете, что дальше так нельзя, вы уже застоялись. То есть рацио, вот оно, рацио подталкивает вас к какому-то движению, знаете. Ну, почему так произошло? Может быть, перевернулось движение, может быть, перевернулся ваш мир восприятия. Видите, вы прям в другую сторону уже смотрите. То вы смотрели туда, а это вы смотрите назад. И знаете, я вообще вам скажу, знаете, почему у вас так происходит? Вы стали анализировать планы и события прошлого, и, ну, где-то понимаете, что где-то допускали ошибки. То есть, почему так? Почему вы вот поняли, что вы засиделись? Потому что вы начали делать выводы из своих ошибок. Вот так вот. Здесь перевернутый мужчина. Мужчина поменялся. Для вас, как для женщины, или вы как мужчина сами поменялись, изменились уже, вы уже другой совершенно, и вы уже будете, ну, другие планы, да, у вас совершенно на будущее, другой взгляд на мужчину у вас, как у женщины, а у мужчины на женщину или на будущее свое совершенно другие планы, вы обновились, вот. И вы понимаете, что, знаете, как на этой кобыле прошлого далеко в будущее не уедешь. Да? Но это лошадь перевернутая или всадник перевернутый. Произошел переворот мышления транспортного средства мужчины, да, и энергии, да, где-то даже вот эта энергетическая карта, это их движение, ее движение этой энергии. Поэтому ваша энергия поменялась, и на ошибках, учитывая ошибки прошлого, вы понимаете, что так дальше нельзя. Вы начали делать выводы. Слышите, да? И, соответственно, начали менять свою судьбу. Менять именно. Да, может, не так активно, потому что все-таки я вас перевернутый. Может быть, где-то вы еще сомневаетесь в своем плане на будущее, потому что я вас все-таки перевернутый, не очень комфортная руна для движения вперед.
как минимум на здесь и сейчас ваше движение вперед остановлено. Но это не говорит о том, что оно не продолжится, не говорит. И на него может влиять женщина из прошлого. То есть ваше движение вперед может останавливать женщина из прошлого. Слышите? Давайте дальше посмотрим. Ну, что сейчас еще происходит. Да? Ой! Смотри, какие красивые короли и двойка мечей. Давайте все-таки их перевернем и попробуем еще раз извлечь из хаоса, из пространства вариантов. Давайте смотреть, что еще. А вам вот в ближайшем будущем, вот это в ближайшем будущем, как бы фон ближайшего будущего, или сейчас, но вы уже это чувствуете, предчувствуете, вам придется побороться за свои границы, за даже, может быть, стихии придется противостоять, какому-то наводнению или каким-то эмоциям. Какие-то эмоции будут на вас давить чужие, да, водичка все равно. То есть вам придется держать под контролем эмоции, стихию и напор, отстаивать свои границы. То есть вы чувствуете, что вам придется бороться вот за вот это движение, да, вот как минимум лошадь, которая перевернулась, или автомобиль, который перевернулся, или транспортное средство, которое упало, вам нужно будет перевернуть, да, приложить усилия и, ну, постоять за себя, да, вам придется. Или сейчас, ну, вам приходится постоянно бороться за свои планы, намерения, чтобы сдвинуть их с мертвой точки. Может быть, у вас как-то с мужчиной, да, с несогласным с вами мужчиной происходят какие-то постоянные терки, конфликты. Это тоже тут может быть. Почему так? Хотя вас высшие силы испытывают. Здесь соло. Ну, во-первых, здесь и огонь, да, жезлы и огонь. Ну, во-первых, здесь мужчина сильно горячий, амбициозный в этой ситуации. Смотрите и на себя, как на мужчину, и на вашего мужчину. Мужчина вспыльчивый, импульсивный. Также про силы, высшие силы духа, природы, они немножечко, так скажем, против вас. Ну, препятствуют вам, да, какие-то испытания, видишь, судьба ж. Да, вы идете как бы где-то против судьбы, вы говорите, не, я буду вот все равно бороться. Круто. Ну, 2 лайка вам сразу за это, да. Но почему так? Потому что все-таки сильно большая какая-то, сильно много огня. Смотрите, огонь. Да и здесь огонь. То есть прям уже 4 карты огня. Все остальное такое воздух чуть-чуть. Знаете, где-то вы, ну, воды нету и земли, да, то есть беспочвенно, да, где-то без опоры, где-то ресурса маловато у вас. И сердца не хватает чуть-чуть пока что. Это то, что я чувствую из потока. Ну, почему много, ну, почему так? У вас очень сильное желание. Сильное желание жить, это классно, но оно избыточно сильное. Вы хотите это быстро, вы хотите прорыв, знаете, чтобы прямо бум и все сразу. Это как, знаете, есть такие люди, которым делаешь обряд, ритуал, они говорят, а вот уже там 5 дней прошло, нифига себе. Так может пройти и полгода, и год, и 2. То есть ты должен отпустить это, да, а ты еще в этой ситуации боли находишься, когда тебя лошадью привалило или обстоятельствами привалило, да, и ты под этими перевернутыми обстоятельствами лежишь заваленный, да. Надо, чтобы вот так было, как бы, да, чтобы лошадь ехала, двигалась, или всадник сел на лошадь, или... А вы еще как бы не идете, но уже как бы в будущем находитесь, а уже решаете проблемы будущего, еще не решив проблемы прошлого, условно говоря, да, понимаете? То есть не даете реальности кристаллизироваться, да, вот. Ну, магию можно только так объяснить. Поэтому, по сути, вы сильно много хотите сразу же. Поэтому вам судьба подкидывает эти еще новые испытания, вместо того, чтобы благодарить за то, что уже вы сделали, или вам дано Богом, вы говорите, а я хочу больше. Не получится, вы еще не готовы просто. Вы вот пока вас не перевернется, и то. А может его и не надо переворачиваться.
Окей, давайте дальше смотреть. Давайте смотреть, ну, еще одну карту, что сейчас происходит. Смотрите, в вашем поле очень сильно много власти, как таковой, она на вас влияет. Кстати, Юпитер на вас влияет, вам реально высшие силы, они возле вас постоянно. У вас в планах укрепить свои позиции, расшириться, то есть экспансия для вас это очень круто, но возможно вы сильно быстро хотите экспансии, поэтому у вас ваш автомобиль не едет, лошади там болеют, да, ну, понимаете. Или батарейка разрядилась в автомобиле, да, или вышла из строя, или мотор заглох. Мужчина в вашем поле, он важен, властный, богатый мужчина. Вы хотите богатства, вы к нему стремитесь. Юпитер еще и о богатстве. Вот, ну, мужчина сильно много тут хочет, я вам так скажу, в вашем поле. Поэтому его и останавливают высшие силы. Но тут больше, знаете, почему-то вот эта комбинация, она о власти мужчины. У вас, ну вы как мужчина, если, да, то вам нужна здесь власть. Но вам не нужна всеобъемлющая власть, вам нужна хотя бы власть над ситуацией, как бы, да, более-менее, или где-то над собой, да. А если женщина, то ей нужна власть мужчины над ней. Услышьте, вот здесь в этом раскладе оно надо, а женщина, возможно, сопротивляется немножко. Ну, посмотрим, может не готова еще. Власть нужна, почему? Потому что, ну, эта карта вот уже прям в такой позиции, где она нужна. Давайте посмотрим, а почему так? Почему вам нужна власть? Или зачем? А чтобы завершить и получить результат. Чтобы наконец это сбылось, да. Это сбор урожая, это результатность, это сбыча мечт. Получение того, что хочешь. Ну, это как бы как мечта. Знаете, как на блюдечке с голубой каемочкой. Или голубая мечта, да, или золотая мечта. Или просто, ну, лишь бы вот это, да. Что-то за косноязычие. Лишь бы вот это уже было, да. Аби воно вже здійснилося, да, як кажуть. Но вот почему так? Потому что это как будто бы завершение чего-то логического. Да, потому что так должно быть. Потому что это было бы вашим вознаграждением. Что-то очень ценное в вашем поле. Успех, богатство, мужчина, должность даже, это должность. Власть может даже вам помогать достичь результата здесь каким-то образом. Я не вижу, что здесь прямо оппозиция, но хотя здесь может быть и власти давить, и помогать. Тут нужно какой-то компромисс с властью. Вам почему-то вот у меня такое идет. Примите это как подсказку высших сил. Да? Какой-то компромисс. Здесь сопротивление, а здесь наоборот помощь. Да? Понимаете. Мужчина вам, как женщине, нужен такой вот пообещал, сделал. Пообещал, сделал. Вам не нужен какой-то там, знаете, наобещал и там то сделал, то не сделал, там не получилось. Нет, тут нужен уже конкретный мужчина, который дает результат. Почему у вас, как у женщины, такого нету? Почему оно не едет? Потому что вы чрезмерно умны, вам нужен поумнее мужчина здесь. Но все-таки он Юпитер, а вы всего-навсего весы, да? Или правосудие. Ну или Меркурий, там такое. Да и вам послабее нужно просто быть. Послабее, и как-то где-то коррекция судьбы у вас может произойти. Мужчина может появиться на пороге, если вы желаете, чтобы мужчина внезапно, как гром или как молния, да. Ну что вам больше, как гром или как молния? Это молния вообще. Явился вам на порог, ну, допустим, к концу лета. Да? Конец лета уже не за горами. Осталось там буквально 27 дней. 26-27. И пишите в комментарии. Хочу, чтобы как гром или как молния среди ясного неба
он на своем коне ворвался в мою жизнь. Ну, мужчины, смотрите, если вы хотите, чтобы у вас до конца месяца был прорыв, то же самое пишите в комментариях. И руна Эвас вот в таком положении именно. Можно ее рисовать вот так вот. О. Это уже движение. И мы сейчас магическим способом здесь меняем вам судьбу. Как обряд проводим. Да, я вот беру из этого положения. Вот это вообще символизирование планов. Смотрите, мы когда перевернем сейчас эту руну, да, мы переворачиваем руну, и женщина, это барышня или это энергия она смотрит в прошлое, она начинает смотреть в будущее совсем по-другому и начинает идти в будущее, да, то есть туда, к расширению, к успеху, к отстаиванию своих позиций, начинает туда идти, двигаться и видит ситуацию с другой стороны. Вот сейчас у вас будет какой-то некий инсайт, где вы задумаетесь о том, почему у вас это не двигается, посмотрите это с другой стороны, с другой точки зрения. И пойдете немножко другим способом, может быть, используя другие планы, намерения или транспортное средство. Да, там, допустим, не поезд, а корабль, не автомобиль, а самолет. Или там, в общем, как может быть другим путем вообще пойдете. Да, то есть было от точки А в точку Б, а будет от точки А в точку С. Окей. Вот такая вот фабула. Давайте посмотрим, какие планы будут исполняться, планы будут исполняться в ближайшем времени. С чем они связаны, эти планы? Видите, руны немножко сегодня подтормаживают нас, сделаем пару линий судьбы, да, всего. Какие планы будут исполняться? Вы хотите кому-то что-то доказать, победить в какой-то борьбе, в споре, в конфликте, в игре, что-то может выиграть, да? Давайте посмотрим, как они будут исполняться, успешно или нет. Но руны все-таки мы сегодня не отменяли с вами. Это безрезультатно. Ой-ой-ой. Смотрите, вам не надо сильно там, как говорится, не рвите, извините за выражение, спину, да? Не на букву П, а на букву спину, да. Смотрите, ваша борьба, если вы будете бороться до отчаяния, да, какие планы будут сбываться, вы попадете в конфликт, но вы от него не выиграете из этого, в этом конфликте, особенно с мужчиной. И с властью вряд ли вы выиграете, что, феху перевернутая. В общем, и чем больше, смотрите, вам предупреждение, чем больше вы будете делать ставку, тем больше проиграете. Поэтому будьте аккуратны и не рискуйте сильно в какой-то игре. Не ставьте все на черное, все на красное или все на зеро. Да? Разбивайте инвестиции свои на разные какие-то направления. Тут борьба не приносит материального успеха. Да? Как минимум, может быть, это было в прошлом, посмотрим дальше. Пока такой месседж на ближайшее будущее. Какие планы будут исполняться? Да борьба, а результат плачевный. Можете, может быть, просто не боритесь, пока отдохните, да? Окей. Как поменяется судьба женщины? Как поменяется судьба женщины? Прямо сейчас открываем. Смотрите, видите. Примите поражение в какой-то игре, да, не везет мне там в деньгах. Примите потерю денег или потерю чего-то. Начнется судьба меняться. Сразу начнет финканал расти. Давайте смотреть. Видите, да, финканал появляется. Здесь он по руне перевернут, а здесь все равно рост. Давайте посмотрим. Видите, появляется работа, успех, мужчина, опора, выздоровление. Это карта о этих позициях. Давайте посмотрим, что за руночка нам. Прямо вообще бомба, бимба, ракета. Смотрите, если вы чувствуете, что судьба вам преподносит сплошные какие-то, давайте скажем, не маслом ваша жизнь намазана, да, там, или бьет ключом, да все, все просто по темечку по голове. Смотрите. Да, возможно, даже вы в прошлом много потеряли и боролись так, а постоянно теряли. Вам, возможно, просто не нужно. Нужно остановиться по этой карте и перестать доказывать что-то. И тогда ваша холодная, сырая, колючая, темная зимняя жизнь перевернется на свет. Вам, кстати, нужно жить южнее и, может быть, восточнее. Вообще, это карта Востока.
Это ближе к югу. Юго-восток, юг. То есть смотрите, как поменяется судьба у женщины. Возле нее появится мужчина. Да, он может быть немножко моложе. И как минимум отношения мужчины и женщины будут налаживаться. Особенно если мужчина чуть моложе. У мамы с сыном могут наладиться отношения. И сын очень скоро вас чем-то хорошим, светлым, ярким порадует. Может быть деньгами, может устроиться на работу, может ему что-то отдадут. Но как минимум женщине на душе и на сердце и в разуме станет теплее. Прекрасно. Если вы хотите, да, руна Дагас может помогать вам, и пишите: позволяю силе света, бабочке света помогать мне отогреваться от чего-то очень холодного. Возможно, у вас как-то именно вот кто-то вас уколол. Почему-то у меня такое ощущение, что вас укололи, а вам нужно просто заживить эту рану, которая на сердце продолжает причинять вам боль и страдания. Давайте посмотрим, а что же в будущем вы увидите своими глазами. Ну, настройте, здесь может быть прям и хорошие карты, и плохие. Что в будущем вы можете увидеть своими глазами? Ой, перемены к лучшему. Перемены к лучшему. Настройтесь на коридор прямо. Возможности, свет хороших перемен, где от потерь и борьбы вы прямо идете к стабилизации, к смене планов на жизнь, взгляду на жизнь и успеху в своих планах из прошлого и планах ваших детских мечтаний и ваших детей. Может даже качельку какую-то поставите у себя во дворе, да, но может прекратите какие-то качели в отношениях, тоже прекрасно. Давайте перемены к лучшему, а они с чем будут связаны? О, заморозка. Смотрите, вы реально, у вас начнет двигаться дело, которое остановилось. Вот, слышите, мы же с вами здесь, помните, мы переворачивали, то есть лошадь была перевернута, всадник был перевернут, а теперь у нас какая-то заморозка. Ну, в общем, я вам так скажу. У вас лед тронется, да, вот Исса это именно, или Исша, именно лед, да, то есть вы начнете потихонечку двигаться все-таки, да, вот как бы вы ни стояли, не страдали, у вас движение пойдет. Все-таки вот эта карта, она дает вам возможность некого толчка, но мы же с вами здесь этот обрядик провели. Поэтому маленькая монетка во благо эгрегора Таро, может быть, тех высших сил, которым вы верите, доверяете или в которые верите, вот им на алтарь положите вознаграждение, да, вот там это, что это будет, копеечка там или что это, центик, гривничка. Вам нужно вот небольшие вот такие вот суммы пожертвований делать все-таки. Почему? Потому что вот финансовый канал у вас, видите, он немножко здесь он приторможенный, вот в этих местах был, здесь замороженный, да, а здесь нужен рост. И здесь он как бы деградирует. То есть вам нужно научиться, вы научитесь правильно, грамотно жертвовать. Не обязательно жертвовать там, ну, с позиции именно жертвы, себя загонять в жертву. Нет, вот у вас как раз наоборот, вам нужно научиться грамотно жертвовать, потому что вы жертвуете именно неграмотно, жертвуете уже собой. А вам нужно это просто стабилизировать как-то, да, вот, чтобы эта жертвенность вас не разрывала. Поэтому, по сути, в чем суть хороших перемен в вашей жизни, да? Вы перестанете быть жертвой, перестанете от этого страдать и станете правильно жертвовать или правильно распределять свой финансовый поток. Он будет медленно расти, но будет расти. И самое главное, что вы будете ощущать это своей интуицией, потому что Иса это иногда еще интуиция. Ну, это вообще интуиция на самом деле, да, это внутренние какие-то установки. И начнет работать вот внутренняя какая-то истинно верная программа, которая, ну, медленно, но уверенно будет творить чудеса в вашей жизни. Давайте посмотрим теперь следующее, да.
Что прямо самое яркое случится в ближайшем будущем в вашей жизни? Вот яркое. Здесь солнце, да, соло. А здесь вспышка огня. Ну, это огонь, и тут вспышка огня, да, здесь борьба какая-то. Давайте так скажем. Какой выигрыш вы получите? Вот. Выигрыш именно. Именно выигрыш. Вас ждет джекпот. Такая интересная колода. Она часто на позитивчик такой у меня. Выбачьте. Не знаю, как она на других каналах у вас или у вас в руках. Ну, вы что же, там сами иногда бывает балуетесь именно этой колодой. Вас ждет джекпот. Это прежде всего в семье стабилизация, в семье достаток, богатый мужчина, не бедная женщина. Ну, от слова не бедная женщина, это женщина, с которой у вас не будет бед. Потому что знаете, как вот если пустишь на корабль женщину, да, от нее беда. Вот раньше, если выяснялось, что женщина на корабле, это беда, ее брали и за борт. Вот. А тут на вашем корабле, как у мужчины, появится женщина, и вы с ней бед не будете знать. Да? Но, тем не менее, какой подарок? Деньги, успех, супружество, стабилизация в семье, богатая, сытая, да, давайте назовем ее сытой, да, без какого-то перегиба, я имею в виду вседостаточная, да, слово сытость. Не наесться, а насытиться, да. Ну и это, давайте так, успех в делах и бизнесе прежде всего. Ну и родовые программы у вас, они будут откорректированы. И по маме, как я говорил, и по отцу, да, вы скорректируете эту программу все равно. Это будет как подарок за ваше умение, да, правильно распределять свою энергию. Здесь вот видите, мы с вами что? У вас было, смотрите, у вас было планы как в прошлом, а движения не было. А мы с вами сделали движение, а планы немножко изменили. То есть, да, можно менять планы. Да, можно. Планы поменяются у вас, но они не ведут к чему-то плохому. Давайте посмотрим, что еще здесь энергии скажут нам. Рунические. Ох, смотри, какая классная руна. Вот этой руной я всегда делаю чистки. Да, вот кто у меня был на чистках, не буду сейчас я фотографии показывать, подчерканные, ну, почерченные, господи. Эта руна, она очищение. Это вообще, вот смотрите, если мы вот так ее поставим, так, да, видите, так и так уже свастика, а вот еще под углами так поставим, вот так получится коловрат, да? Или сваор, солнцеворот, сварог, солнцеворот. В общем, смотрите, у вас жизнь поменяется, она очистится и станет достаточной и гармоничной, по сути. То есть, по сути, самым главным призом, да, вот в ближайшем времени очищение и насыщение будет, да, то есть все лишнее уходит. Эта руна, она очищает от лишнего, она как бы очищает вас от нижних миров, добавляет солнце, да, вот. Нижние миры у нас немножко здесь, а здесь высшие миры. И вот оно получается, как бы мы делаем гармонию высшего и нижнего мира, да. По сути, ваша реальность, она стабилизируется, да, она придет из состояния болезненного роста, и иногда даже провалов, потерь, из скачков и падений, из такой вот хаотичной нестабильности в некую обыденную реальность, в которой будет свет, достаток, вот такое вот просто обычная жизнь ради наслаждения жизнью, а не страдания в ней. Слышите, да? То есть это реально, это прям реальность. Особенно если вы, вот для кого актуально, кто хочет стать богаче, от слова бог, да, кто хочет стать здоровее, от слова здорово, да, и кто хочет просто изменить реальность, получив результаты и получив покровительство высших сил. Прекрасно. Высшие силы, кстати, вам покровительствуют здесь соло. Да, особенно если вы боретесь и не опускаете руки, вы обязательно придете к результату. Получите этот результат. Окей, ну и давайте посмотрим самый большой подарок. Смотрите, какие карты. Вы боретесь. Высшие силы вокруг вас. Вы меняете
и получаете, да, меняете и получаете. Юпитер и результат. Ну и что же? Что же вы там победите или преодолеете или получите в конечном итоге? Принцесса Пентаклей, паж. Или паж Пентаклей. Ну, по сути, это пажи. Смотрите, вы получите еще один шанс, ну, как минимум, реализовать. Реализуется ваш план, намерение, ваша мечта сбывается. Вы получите, ну, и деньги, и успех, и достаток, и это ребенок. Если вы планируете родить ребенка, он будет. Если вы хотите, чтобы у ребенка все сбылось так, как он хотел, особенно у мальчика, особенно. Ну, учитывая то, что это принцесса, девочка тут тоже может быть успешной, да. Вот, ну, у ребенка, пусть это ребенок. Вы правильно инвестируете, вовремя заберете то, что хотите забрать, и вовремя получите то, что хотите получить. Вас ждет успешная инвестиция в будущем. Ну, какая она? Может, вы о ней уже знаете, может, еще пока нет, оно поменяется у вас все. Найдете работу, которая по душе. Сейчас мы руночку положим. Кана. Вы, во-первых, еще получите шанс учиться. Это руна обучения, да, и инвестировать в свое обучение. Даже учиться инвестировать научитесь. О как. Потом вы сможете, как бы повлияв деньгами, смотрите, деньги, да, прям деньги. Вот поэтому я вам говорю, учитесь жертвовать, да, инвестировать. Сперва правильно учимся жертвовать собой, а потом правильно учимся инвестировать. Так вот, благодаря вот этой инвестиции, да, вы где-то, возможно, даже поймете, как вернуть себе счастливую, спокойную, размеренную, богатую, здоровую жизнь с небедным, обеспеченным мужчиной и с здоровой женщиной, которую не хочется выкинуть с палубы своего корабля. Искренне желаю мира вам и вашим мирам, но прежде чем закончить, совет высших сил. Ни в коем случае не бросайте или не выпускайте из своих рук секстант и подзорную трубу, благодаря которым вы сможете держать ориентиры к полярной звезде или держать правильный азимут и также видеть свои истинно верные цели, которые периодически тревожат ваш разум и бередят вашу душу. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя і міри, які окружають вас, світла вам та вашому всесвітові. І нехай у вашому монокулярі завжди сяє зірка вашого істинно вірного шляху на вашому шляху до вашого щастя. Побачимось, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.